Продолжаем вязание кардигана по диагонали на мамочкином канале. Итак, вот это мой несуразный образец получился, но на нем я надеюсь, что у меня получилось объяснить вам понятно, как связать основу кардигана. Сейчас у вас уже задний уголок кардигана достиг самой нижней точки длины кардигана, и мы будем довязывать вот эти недостающие уголки с двух сторон. Опять взяла я контрастную пряжу, чтобы показать вам, как вывязывается нижний уголок. Это полочка у нас, это пройма. Поскольку у нас с краю полочки идет тот же самый узор, пока мы не довяжем полочку вровень со спинкой, и под рукой мы тоже все еще вяжем вот этот угол, поэтому начало ряда и серединка будет такая, как мы вязали до этого. 3 столбика в начале, здесь пучок под рукой, под проймой из 5 столбиков с одной вершиной. Подготавливаем маркеры для провязывания такого пучка в следующем ряду. То есть все то же самое, пока не дойдем до нижнего уголочка спинки. В центральный столбик уголочка я поставила маркер. Вот подхожу к этому уголочку. Обычно мы проходили его и вязали вторую половину треугольника. Сейчас так мы не вяжем. До маркера остается у нас воздушная петля расширения, столбик расширения и еще один столбик. Над этим столбиком у нас провязывается воздушная по узору. И теперь мы обычно вязали столбик с накидом вот над этим столбиком расширения. Сейчас мы провяжем 3 столбика с одной вершиной. Над столбиком незаконченный столбик с накидом, под воздушную незаконченный столбик с накидом и в центральный столбик расширения незаконченный столбик с накидом. Провязываем вместе. Вот такая убавочка. 2 воздушные поворачиваем в вязание. Опять нужно провязать убавочку. По низу кардигана теперь у нас будут одни убавочки в каждом ряду. 2 воздушные – это как первый незаконченный столбик с накидом. Под воздушную второй незаконченный столбик с накидом. Над столбиком третий незаконченный столбик с накидом. Будем провязывать вот такие троечки. Дальше у нас по узору здесь филейный ряд, воздушная над воздушной, столбик над столбиком. То есть продолжаем вязать дальше по обычному знакомому нам узору. Что же происходит внизу кардигана? Эти убавочки позволяют нам создавать вот эту ровную линию низа. Сейчас довязываю без видео этот ряд до конца с пучком из 5 столбиков под рукой, с 3 столбиками в одну петлю на конце. Потом поворачиваюсь, вяжу ряд со столбиками с накидом. Он тоже повторяет вязание прошлого видеоурока. И покажу только вот это место. Довязывайте и возвращайтесь к данному видео. Итак, как вы видите, довязала я второй филейный ряд и почти до конца ряд со столбиками с накидом. Вот нижний уголок спинки. Поставила я здесь маркер, и вы ставьте, если теряете пучок, верхушечку нашей убавочки, пучка из 3 столбиков, чтобы мы понимали, что вот это последняя петелька ряда теперь. При вязании ряда столбиками с накидом доходим до столбика, который является столбиком последнего окошка ряда. Вот от этого окошка мы будем сейчас избавляться. Незаконченный столбик над столбиком, незаконченный столбик над воздушной, незаконченный столбик верхушки пучка. Стягиваем одной вершиной. 2 воздушных, поворачиваем вязание. И теперь ряд рельефными столбиками у нас. Это незаконченный как будто бы первый столбик.
Дальше провязываем рельефный незаконченный столбик над следующим столбиком, который был провязан под воздушную. Незаконченный рельефный над следующим столбиком. Провязываем вместе. Вот теперь маркер можно поставить, кто боится потерять. Вот это будет теперь петелька пучка, то есть последняя петля следующего ряда. Дальше мы вяжем все рельефные столбики, обычно по узору. Так же, как обычно, провязываем под проймой, на конце разворачиваемся и опять вяжем первый ряд филейки. Все как обычно, а в конце ряда филейки у нас будет делаться убавочка над последними 3 столбиками этого ряда. И так дальше по низу формируем вот эту линию. Продолжаем так вязать дальше, пока линия полочки не выровняется со спинкой. Как поймать этот момент? Итак, вот вы видите, что я провязала несколько рядов уже с убавочками по краю спинки и остановилась тогда, когда нижняя точка полочки достигла уровня низа спинки. В какой момент это происходит? Когда количество столбиков на этой стороне треугольничка равно количеству столбиков на этой стороне треугольничка. Здесь, к сожалению, такая ситуация, что у каждого из вас может получиться разный момент, когда нужно уже будет довязывать вот этот полноценный треугольничек. То есть дальше мы будем уже делать убавочки по низу и на спинке, и на полочке. Но сначала вам нужно довязать вот эти ряды и прийти вот к этому одинаковому уровню. Вот у кого возникнет вопросы по части 1, когда же наступает вот этот конец части 1 именно в вашем случае, не стесняйтесь, пишите мне в комментариях, я вам конкретно на вашем примере расскажу, как достигнуть равных сторон вот здесь. А для тех, кто самостоятельно сможет рассчитать, рассказываю. Посчитайте количество окошек в самом первом ряду, где мы провязали первую прибавочку по низу. Это вот у меня как раз первый ряд светло-розовым. Посчитайте количество на спинке и посчитайте количество на полочке. На полочке у нас количество вот этих клеточек из ряда в ряд одно и то же. На моем кардигане получилось, что по спинке в первом таком ряду 40 квадратиков филейных, а на полочке всегда провязывалось 25 квадратиков. Запишите свои такие данные, и потом можно сделать прикидку. Здесь так и будет продолжаться 25 квадратиков, а здесь у нас их становится все меньше и меньше. В каждом ряду на 2 клеточки меньше. Было 40, при вязании второго ряда получится 38 клеточек. Третий ряд будет столбиками с накидом, там будет 36, но уже не клеточек, а пар столбиков. Клеточка это тоже 2 петельки, поэтому здесь мы тоже по 2 петельки считаем. 36 пар. В рельефном столбике 34 пары. И так спускается все на 2. 32 окошка опять в филейном ряду, 30 окошек, 28, 26, 24. Это у меня так было. То есть в 9 ряду я достигаю 24 окошка. Это филейный ряд. А здесь у меня 25 окошек. Вот этот момент, когда мне нужно уравнять количество столбиков на этих рядах. Если я понимаю, что в 9 ряду здесь у меня будет провязано 24 окошка, а на полочке 25, то есть одно окошко уже внизу полочки я должна буду убрать. И я это сделаю, и тогда у меня получится 24 и 24. Сейчас я покажу на примере, как убрать вот одно окошко, если у вас такая же ситуация. И потом продолжим вторую часть этого видеоурока, когда у нас уже 2 стороны этого треугольничка равные. Если вы подойдете вот к этой границе и не сообразите, каким образом уравнять 2 эти стороны,
то не стесняйтесь, пишите мне в комментариях вашу ситуацию. Я все это проверю и конкретно вам дам рекомендации, чтобы стороны эти были одинаковые. Когда стороны у вас станут одинаковые, мы переходим ко второй части видеоурока, где мы вяжем вот этот треугольничек. Сейчас для тех, кто идет строго по моим цифрам, покажу, каким образом на полочке получить столько же клеточек, как и на спинке, если они отличаются у нас всего на одну клеточку. А потом перейдем ко второй части. Итак, следующий ряд у меня как раз филейный. Следующий столбик вяжу незаконченный столбик с накидом, и в следующую вяжу незаконченный столбик с накидом. Вот как раз из 3 петель получится всего 1. Как всегда, можно поставить в верхушечку этого пучка маркер. Это теперь последняя петелька ряда. И продолжаю вязать филейный узор, как обычно. Вот таким образом убралась 1 клеточка на полочке. Здесь на образце у меня было 13 клеточек, всегда на полочке, а сейчас стало 12. На кардигане моем основном было 25 клеточек, стало 24. Треугольничек мой нижний стал с одинаковыми сторонами. Итак, когда достигли одинакового количества столбиков на 2 сторонах треугольничка, переходим ко второй части этого видеоурока. Довязываем треугольник. Очень просто его довязывать. Мы должны делать убавочки и с этой стороны, и с этой стороны. Такие же убавочки, как мы только что делали, только на спинке. То есть 2 воздушные набираем и поворачиваем вязание, убираем эту клеточку, как всегда, незаконченный под воздушную, незаконченный над столбиком. Провязываем вместе. Маркер можем опять поставить над верхушечкой этого пучка и дальше продолжаем вязать по узору. Какой бы у вас здесь ряд ни был, филейный или какой-то другой, мы всегда в начале ряда набираем 2 воздушных и над следующими 2 петлями провязываем 2 незаконченных столбика с накидом, стягиваем их одной вершиной. Помечаем верхушечку этого пучка, а дальше вяжем по узору того ряда, который у нас идет. У меня идет филейный ряд, значит я вяжу филейку. Сделали в начале убавочку, прошли точно так же место под проймой, то есть 5 столбиков с одной вершиной. И дальше по узору переходим на вязание полочки. Вот пришла к окончанию вязания полочки. В филейке останавливаемся, когда впереди верхушка пучка, воздушная, столбик воздушная. Над воздушной провязываем воздушную, а над последующими 3 петлями вяжем убавочку. Стягиваем одной вершиной. И опять 2 воздушные всегда будет в начале ряда. Поворачиваем вязание и опять вяжем убавочку над следующими 2 петлями. Помечаем верхушечку, если боимся ее потерять. Это теперь последняя петля ряда. А дальше все по узору. У меня тут ряд столбиками с накидом. Его опять довязываем. Здесь стягиваем 5 столбиков одной вершиной. Тут тоже продолжайте ставить маркеры, так как я показывала раньше, если вы все еще не научились без маркеров в этом ситуации работать. И здесь тоже убавочку в конце делаем. И у нас вот этот треугольничек, самый последний, будет закрываться, 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 и останется самый последний ряд, который я сейчас покажу.
2 воздушных подъема я набрала, повернула вязание, как обычно. И в принципе делаем то же самое, что и обычно. В начале ряда убавочку. После убавочки можно связать над воздушной столбик незаконченный. Тут можно проявить фантазию. Над пучком столбик незаконченный, над воздушной столбик незаконченный. Попробовать вот так сделать. И довязать последний пучок в конце ряда, как обычно. Закрепить тут воздушной, затянуть и посмотреть. 3 у меня здесь разместилось одинаковых убавочек. И тогда более-менее симпатично заполнился уголок и выровнялся край. Все, ниточку здесь можно будет оборвать. И нам нужно будет довязать такой же треугольничек, то есть повторить всю эту процедуру со второй стороной. То есть берем, переворачиваем на изнаночную сторону и уже от уголочка вяжем обратно. Здесь мы первый ряд вязали от полочки к уголочку, а здесь будем вязать от уголочка к полочке. Возьмем новую ниточку, сделаем начальную петлю, присоединимся к центральному столбику спинки, там у нас уже провязан столбик с этой стороны. Вяжем 2 воздушные подъема, и по низу спинки у нас делаются убавочки. Значит, и здесь в эту сторону тоже убавочка над воздушной и над столбиком. Стянем их вместе. Дальше идет филейка обычная. И в принципе делается все то же самое, что мы делали здесь. То есть ряды вяжутся пока что обычно. На полочке продолжаем вязать по 3 столбика в последнюю петлю. По низу спинки продолжаем вязать вот такие убавочки. И опять, когда достигнем одинакового количества столбиков на треугольничке, начинаем вязать убавочки и со стороны полочки, и со стороны спинки. В общем, все то же самое переносим на вот этот треугольник. И в итоге, когда мы довяжем оба нижних треугольничка, у нас будет целиком готова основа нашего кардигана. Останется обвязать пройму или связать рукав и обвязать по низу и по полочкам. Ну и мне остается самой решить, какой все-таки вариант рукава я оставляю. Как я говорила в начале, можно просто обвязать резиночкой, можно связать нашим обычным узором, но прямыми рядами рукав, и тогда в нем можно делать убавочки и вязать его хоть на полную длину. В таком расположении рядов очень просто вязать убавки. Буду еще об этом думать. Увидимся в следующей части видеоурока. Пишите ваши просьбы и рекомендации по тому, что показывать дальше в данном кардигане и на чем сделать акцент. Потому что основу, в принципе, кардигана мы уже вязать закончили. Осталось, как говорится, довести его до красоты, до носибельного состояния. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!